Юрий, тебе, может быть, для начала вопрос, несколько слов расскажи, что ты чувствовал, что ты испытывал, каковы твои были вот восприятия, или какие сложности, с какими сложностями ты столкнулся из-за отсутствия отца? Это классный вопрос. Да, правда, я рос без отца. Влад, я тебе скажу так. Вот представь, что у тебя никогда не было Мерседеса. Ты можешь описать, как это без Мерседеса? То есть, У меня действительно не было Мерседеса. ну, то есть, понимаешь, Описать нет. пока ты не было его у тебя, да, ты даже не знаешь, как оно. Вот, то есть ребенок, вот я как ребенок, да, который рос без отца, вот это я не мог понять. Я не мог этого понять. И я даже не могу сказать, хотел ли я отца. Мгм. Потому что, ну, как бы я условно хотел, но образ отца, который вел себя плохо, такой образ меня в семье создавали, а, к этому не способствовал. Вот. Мгм. Кроме того, у меня в жизни были два значимых мужчины, там дедушка и дядя, которые чаще всего были рядом в основном. Вот. Они были очень такими проворными, трудолюбивыми мужиками, вот. Но они не были отцами. То есть у них были свои интересы, своя сфера влияния, свой круг общения. Они могли какой-то дать совет, они старались делать, что могли. Но дедушка мой сам сирота, у которого был отчим. У моего дедушки умер отец от голодомора. Мгм. Вот. Во время этих, ну, вот этих сталинских дел с зерном, дедушка, соответственно, не имел образа отца. Вот. И его сын, который тоже был рядом, он тоже мне не мог этот образ до конца идеально передать, Мгм. потому что дедушка сам этому не научился. Вот. И поэтому вот как бы не евший вот это блюдо под названием папа, я, честно говоря, и не мог себе его представить. И когда я Мгм. уже стал папой, Сам уже стал. вот тогда я начал это чувствовать. Я начал чувствовать. Вот. Но я начал распознавать эти знаки, знаешь, когда уже стал работать. Вот. И я их начал осознавать постфактум, когда мужчины возраста моего отца, скажем так, биологического, да, Мгм. они для меня всегда были какими-то, всегда людьми, которые уже имели а, кредит доверия. То есть Мгм. я на них равнялся. Если этот человек чем-то меня брал, захватывал, был для меня авторитетом, то этот человек захватывал мой мозг. То есть я впитывал, я смотрел, слушал и так далее. Вот. И сейчас я могу сказать, что та тема, которую, да, сегодня мы поднимаем, у нас там всего час на общение, но это Мгм. бездонная тема на самом деле. Вот. Это огромная тема. Это как поговорить про половину семьи. Вот. В чем роль половины семьи. Да? Э, Поэтому первое, что ребенок чувствует, и я потом убедился на жизни своих многих пациентов, разговаривая с ними, особенно мужчины, мальчики, которые растут Мгм. без отца, они не понимают этого, и когда ты потом сталкиваешься, там в твоей жизни приходит отчим, вот, или, ну, и хорошо, если у тебя есть дедушка такой, который прям реально берет на себя роль отца и все это делает. Но когда вот приходят такие полуфабрикаты мужики, то это не добавляет радости, скажем так, полноценной. Да, если у тебя нет Мерседеса и ты никогда на нем не ездил, то, возможно, Жигули тебе устроят. Вот. Ты же не знаешь, какой он Мерседес, какой он папа. Вот. Это одна вот такая вещь, которую я уже постфактум ощутил. Ну вот, да, то есть дефицит в мужчинах, он всегда, наверное, был в моей жизни. Вот.
Общаясь вот с пациентами, которые были девочками, росли без отца, да, дочери без папы, Мгм. девочки по опыту чаще хотят папу вот видеть. Они мечтают об отце. Не знаю, как, ну, в зависимости от того, как мама его подает, особенно. То есть у девочек этот образ более такой, ну, девочка и в принципе тянется к мужской половине, но папа и есть тот первый образ любви, который она должна впитать, научиться общаться с мужчинами. Вот. Поэтому, ну вот, это вопрос такой. Это, знаешь, это как вырасти на табуретке с двумя, без одного точно, без одной ножки. Это вот постоянно ты балансируешь, ты не знаешь, как оно, что оно. И ты приспосабливаешься жить без табуретки просто. Ну, то есть в любом случае, хотя вот как бы не знал, что это такое, но потребность постоянно была какая-то, Она ощущал была, но она не нехватку чего-то. осознавалась. Вот в детстве Мгм. она не осознавалась, я тебе скажу. Вот в юности чуть-чуть больше. Вот. А потом уже, ну, как бы для меня всегда были авторитеты, там, у моей мамы 3 сестры, и вот их мужья, особенно 2 мужа, 2 так, тетушек, которые ближе всего ко мне были, потому что одна жила в Сибири, вот, эти мужчины для меня были авторитетами большими, то есть я их Мгм. прислушивался и так далее, ну, и они понимали, что я расту без отца, вот. Да, потребность была, но она не сознавалась. Но как только открывался вот этот источник, знаешь, он лился как в сухую землю, вот, которая все впитывала. Мгм. То есть осознание потребности приходило именно в тот момент, когда появлялся рядом тот, кто мог наполнить этот пустой сосуд. Да, да. Это вот в этом, знаешь, в этом есть особенность восприятия мышления ребенка и вообще человека. Вот в мир, в котором мы живем, люди многие живут, и они не понимают. Вот я тебе скажу, у меня в Одесской области живет одна семья, которая иногда помогает по мере своих там возможностей разных. Они живут, чтобы ты понимал, они переехали с Таджикистана Мгм. в Украину где-то 15 лет назад. Они до сих пор себе не сделали документы украинские. Вот. И они живут нелегально, паспорта просрочены. То есть они живут, они не цыгане, которые там, ну, у цыган у многих есть вот таких в таборах такой стиль жизни, без паспортов жить. Это обычные люди, у которых украинская фамилия. И детей родили еще. Вот. То есть, понимаешь, они не понимают. Я им показываю вот дорогу, что вот можно вот так вот выйти вот туда. Они Мгм. не понимают этого. Вот это, пока человеку не дашь покушать, вот, это и в духовной жизни также я это вот увидел. Человек должен вкусить и увидеть, как хорошо с Богом, например. Мгм. Хорошо. Итак, давай, Мгм. наверное, приступим к теме, к нашей непосредственно уже, да. Ну Какова да. роль отца все ж таки, да, в жизни, в развитии ребенка, да? Потому что я понимаю, теперь Мгм. как врач, как отец, как, Мгм. психотерапевт, ты постоянно сталкиваешься с теми последствиями, которые ощущает или испытывает ребенок, который в детстве не имел отца. Вот какова роль и что необходимо? Да, да, роли, что делать, если папы нету. Да. Ну, роль папа – это источник а, любви. Папа – это источник вдохновения. Папа – это надежность. Папа – это забота. Причем забота такая, это вот как стена, да, вот все-таки не зря женщины говорят, за ним как за каменной стеной. То есть мужчина – это символ такой надежности, который, невзирая на эмоции, он делает, он есть, он присутствует, и он это, это реализует. Вот. И еще один момент, который я много говорить не буду о роли отца. Это нужно понять, хотя мне больше времени хочется посвятить тому, как, что делать, когда его нет. А потому что сегодня
Знаете, ну, мы начали передачу по-русски, потому что Влад с Николаева, с русскоязычной территории Украины. Я большую часть жизни прожил в Росії. Але іноді хочеться сказати українською, коли так от щось емоційне надихає. Хочу вам сказати, що папа – це Бог. Папа – это символ Бога. Это образ Бога. В идеале он такой должен быть. То есть папа – это человек, который вот должен быть Адамом в семье. В хорошем смысле этого слова. Папа – это человек, потому что сегодня моей задачей было в подготовке темы показать роль папы в психоэмоциональном развитии ребенка. В первую очередь, отец – это родитель. То есть не то, чтобы он там принял участие в биологическом создании, это не отец, это донор и донор мужской половины хромосом. Отец – это тот, кто вкладывает, тот, кто воспитал. Вот. Я уже в своих других лекциях, семинарах, возможно, говорил, что когда в первый раз я встретился со своим биологическим отцом, мне его назвать отцом было очень непросто. Потому что у меня даже в лексиконе, в обращении с мужчинами не было такого навыка. Вот. А встретил первый раз его, когда мне исполнилось 18 лет. То есть это очень непросто. Поэтому мужчина, прежде всего, это символ эмоциональной стабильности. Он может быть эмоциональным, он может быть холериком, он может быть там по своей работе таким, но мужчина – это символ эмоциональной стабильности. Это не просто банкомат, который приносит деньги и который их выдает. Нет, мужчина – это тот вот… Это как волнорез на море, знаете, вот если вы были когда-то на море, вот такие есть волнорезы, уходят, и волны о них останавливаются, замедляют свой бег, режут, да, вот энергия – это папа, к которому ты придешь на грудь, голову положишь и поговоришь с ним, и он тебя успокоит, даст мудрые советы. Вот сегодня, я вообще не принижаю роли матери. Мать – это вообще великое существо, это великий человек в жизни. Особенно если учитывать роль моей матери, роль моей бабушки, этих двух женщин, которые вложили все в несколько раз больше, чем могли и чем должны были вложить. Но я вам скажу так, что вот отец – это надежность. Это прежде всего. Вот это источник покоя, источник мудрости, должен быть вдохновение. Это я говорю сейчас об идеальном, хорошем, позитивном таком отце. Отец – это человек, который мудрость дает. Вот я снова это слово повторю. Родители оба равноценны, но мудрость, так как он символ Бога, он должен передавать этот символ туда, в мозг ребенка. Потому что сама молитва «Отче наш», она звучит так: «Отче наш». Она начинается «Отче наш». Молитва не начинается «Мамочка наша». Она начинается «Отче наш». И это колоссально важно. Это образ, который мы как люди придаем Богу. Вот. Но папа – это тот самый человек, который этот образ должен отражать. К сожалению, сейчас мы живем во время, когда в общем, в целом на планете происходят ужасные вещи. Институт семьи разрушается. Он разрушается сознательно,
он разрушается бессознательно, он разрушается так, что это будет иметь колоссальные и уже имеет колоссальные последствия. То есть, о чем я хочу сказать? Вы знаете, это такой порочный круг. Вот, как мы говорим в Украине, хибне коло. То есть это круг, который, я считаю, с высоты моих 20 лет практики, я считаю, что он появляется как раз из-за того, что люди, мужчина и женщина, не ценят семейными узами настолько, насколько они должны ценить. И это отсутствие, да, обесценивание семейных уз происходит последние 100 лет, последние 100 лет точно, особенно последние 70 лет. Вы знаете, я очень люблю книги христианской писательницы Эллен Уайт, и в одной из своих книг она говорит о том, что война – это самое большое удовольствие, которое получает дьявол, от которого получает дьявол. Дьявол испытывает самое большое удовольствие от военных действий. Если взять последнее вот это наше столетие, да, 100 лет назад, 1922 год, это был год, когда только-только закончилась Первая мировая война. Послушайте меня, мировая война. Светова, как мы говорим в Украине, светова война. То есть весь мир воевал. Это означает, что огромное количество мужчин умерло, было искалечено, было изувечено со всех сторон, всех фронтов, многих стран. Это значит, что огромное количество женщин стали вдовами. Это значит, что огромное количество детей стали сиротами. Это значит, что вот этот период между 1920 и 1940 годами, да, там 20 лет, так как его называют период перемирия между Первой и Второй мировой войной, это был период, в котором выросло поколение сирот, выросло поколение вдов, и это был первый удар дьявола по человеческой цивилизации, который колоссальным образом подорвал, создал основания для того, чтобы после Второй мировой войны, а Вторая мировая война дала смертей только в Советском Союзе более 40 миллионов, из них большинство это были мужчины, это порядка 8 миллионов солдат вермахта Германии, это еще миллионы мужчин Европы и США, Японии и огромного количества других стран. И вот в этот момент создалась идеальная атмосфера для того, чтобы появилось поколение людей, которые растут без надежности, без фундамента надежности. Это наши деды, это наши отцы. Это поколение сформировалось. В более свободных странах, я имею в виду странах, где свобода слова, свобода выражения эмоций обусловлена Конституцией и реальностью жизни. Я говорю сейчас не о странах коммунистического блока, а наоборот о странах Запада. Это выплеснулось намного быстрее. Это выплеснулось в виде движения хиппи, в виде бума вот такого свободной жизни. Подняла голову проблема, которая всегда считалась проблемой вне закона, грехом великим, а именно вот ЛГБТ-движение. И ЛГБТ-движение подтянуло следующую проблему. А кто сказал, что семья – это мужчина и женщина? И сегодня,
когда коммунистического сообщества, которое держалось на кое-каких моральных принципах, условно пытаясь снаружи делать человека хорошим, когда христианское сообщество потерпело крах из-за того, что Вторая мировая война создала огромный вопрос. Если вы христиане, почему вы воюете друг с другом? И на этот вопрос до сих пор любому христианину придется чухать голову, простите меня за такое выражение, чесать репу, чтобы ответить. И дети задавали эти планомерные вопросы. Кроме того, мужчины, которые остались в живых после Первой и Второй мировой войны, это мужчины, которые пришли с войны с синдромом войны. Это те мужчины, которые пришли с Афганистана с синдромом войны. Это мужчины, которые пришли из Чечни в Россию с синдромом войны. Это мужчины, которые пришли с начала войны в 2014 году между Россией и Украиной, военных действий. Это те мужчины, которые сейчас возвращаются и будут возвращаться по обе стороны фронта домой. Это мужчины, вы знаете, я вам скажу так, 3,5 года назад я был в Афганистане в командировке. Афганистан – это огромный инкубатор, это живая ферма исследовательская. Я очень люблю Афганистан, это прекрасные люди. Но это нечеловеческий эксперимент, который длится уже около 50 лет над бедным народом. Война там началась в 70-х годах, и уже на пороге у нас тут, да, 22-й уже перевалило половина года. Это столько лет идет война, 45 лет идет война. 85% населения Афганистана – это люди, которым нужен психиатр. Не психотерапевт, психиатр. Это официальная статистика и заявление властей Министерства здравоохранения тогда еще. Это люди, которые живут с синдромом войны, они не видели мирного неба. Войны есть разных видов, но на сегодняшний день вот это самый адский аттракцион, которым наслаждается дьявол под названием война, это разжигание ненависти, это игра на эмоциях, на чувствах, это информационная война и так далее. Это то, что сейчас и так ситуацию разрушения семейного института, которая сейчас просто потрясающая. Я недавно смотрел статистику по разводам, я готовился к лекции, я проводил семинар. В мире 200 с чем-то стран, которые зарегистрированы в Организации Объединенных Наций. В первой десятке из этих более чем 200 стран на первом месте находится Российская Федерация, где более 60% всех браков распадаются в течение первых 3 лет. Это Беларусь, Украина, страны Балтии. Это в первой десятке они находятся. Почему? Потому что коммунизм сыграл свою злую шутку. Потому что вот этот взрыв, взрыв свободы, взрыв протеста, который был, взорвался в Америке, и уже он там рассыпался потихонечку и действует по всей планете. Этот взрыв состоялся, и за 30 лет это был огромный взрыв социального кризиса, когда мы увидели за последние 15 лет, как быстро вдруг возник институт так называемого гражданского брака. И что? Мы получили огромное количество семей, которые живут по принципу: женщина считает, что она замужем, мужчина считает, что он свободен, потому что они не расписаны. И это же все дети рождаются, они все это видят, они все это запечатляют. Як кажуть у нас в Україні, закарбовують собі в голову. Понимаете, это огромная проблема. На сегодняшний день Германия
я вот беру среднестатистическую, более-менее благополучную страну с населением более чем 80 миллионов человек, да, в Европе. В Германии более 60% семей предпочитают жить вне уз брака. Это все создало такую атмосферу, где нет черного и белого, где нет правильного и неправильного, где нет добра и зла, и все относительно. Но эта относительность породила жизнь на болоте, где человек ищет, все равно человек хочет где-то успокоиться. Отсюда у меня, как у психиатра, и у нашей клиники, и у огромного количества психиатров этого нашего мира, очереди пациентов километровые. Почему? Потому что когда ты живешь без основания, когда ты живешь без фундамента, у тебя начинается тревога, и человек не может понять, откуда у него тревога. У него появляется тревожное расстройство, у него появляется нарушение сна, у него появляются обсессивно-компульсивные мысли и более тяжелые расстройства, зависимости и так далее. Понимаете, для того, чтобы понять, как быть детям, как быть мамам, когда ты растешь без отца, когда ты растишь без отца, когда ты находишься в ситуации, де твій чоловік воює на фронті, де твій чоловік, на жаль, загинув, где твой муж, мужчина твоей семьи погиб, умер, пропал без вести, неважно, где, ну и другие варианты, где мужчина изменил, у каждого свои поля боя, просто семейная война, где мужчина убегает в работу, уезжает в командировки, как сказал об этом Влад в начале темы. Как нам быть в этой ситуации? Я обрисовал вам картину, которая формировалась многие десятилетия. И вот на этом фоне, на фоне вот этого болота, которое все более и более загнивает, потому что истину отодвинули и сделали у каждого своя правда. На этом болоте возникает вот этот вопрос. А что делать, когда нет рядом отца? Очень смелые феминистки сейчас мне скажут, мы разберемся с этим вопросом, доктор, не переживайте. Не учите нам жить, лучше помогите материально. Гордыня нехорошая вещь, я вам скажу. Потому что женщина не может быть мужчиной. Вот. И мужчина не может быть женщиной. А операции по смене пола – это операция по смене пола. Вы только уберите таблетки, и все вернется назад. Я имею в виду таблетки, которые пьют, например, транссексуалы для того, чтобы сменить свой гормональный фон с мужского на женский и наоборот. Итак, друзья мои, что делать, когда отца нет рядом? 7 простых вещей, которых я хотел бы вам сегодня сказать, исходя из своего опыта, исходя из опыта жизни моих пациентов. Кстати, выбор профессии моей был, безусловно, обусловлен тем, что я вырос без отца. Я вырос в дисфункциональной семье. Я вырос в семье неполноценной, хотя семья, которая старалась изо всех сил воспитать из меня человека. Я благодарен Богу, что их усилия не были напрасны. Конечно, благодарен им самим. Итак, первое, что нужно сделать, когда ты растишь ребенка без отца, и неважно, растишь его временно, пока война, например, ты мама, у которой дети сейчас рядышком под юбкой, да, вот они рядом с тобой, за границей, например, или на Западной Украине, или в Европе, или в Америке, неважно. Но сейчас мужа в твоей жизни нет физически, да, он может быть онлайн, он может быть на фронте или он временно уехал, неважно. Если сейчас ты растишь, в основном большую часть года мужа нет, первое, нужно понять и признать, что ваша семья дисфункциональная. Запомните это слово, наша семья дисфункциональная. Вот. И сразу же в интернете загуглите признаки дисфункциональной семьи и признаки функциональной семьи.
И как быть дисфункциональной семьей, как действовать, вот по всем этим темам почитайте. Это очень большая, широкая, глубокая тема, которой нужно посвятить несколько часов. Начать жить по принципам дисфункциональной семьи, которая выздоравливает. Вот, потому что, поверьте мне, когда я еще работал в России, это было более 10 лет назад, я однажды был на конференции, где выступал майор, военный майор, который докладывал, полковник майор военно-медицинской службы, который докладывал очень интересную статистику. Он рассказывал о том, что солдаты, которые вернулись после войны в Чечне, и они были на ротации. Ротация была в российской армии 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев. То есть они находятся, потом ротация – это вращение, дословно с латыни, то есть смена. Вот. То чем больше период ротации, тем выше частота разводов. То есть частота разводов доходила до 60-70%. Если солдат, офицер отсутствует дома 6 месяцев и более. Потому что мало того, что офицер-солдат приходит с синдромом войны, он совершенно с другим мышлением приходит. Он приходит с мышлением зверя, с мышлением выживания, с мышлением зверя в хорошем смысле, но иногда и в плохом. Вот. С искалеченной, возможно, психикой, возможно, контуженный, имеет неврологические расстройства, то это никак не улучшит климат, особенно если он уходил из семьи, и климат и так не был благополучный. Так вот, нужно понять, принять и эту вещь начать изучать. Что такое дисфункциональная семья? Это первое. То есть второе, в этом первом, нужно приготовиться пожинать плоды того, что ваш ребенок и вы, как ребенок, растете без отца. Даже если вы будете супер идеальной матерью, вы все равно должны понять, что вы будете пожинать плоды, ваша семья, того, что ребенок рос без отца. Просто примите это. Вот примите и дальше делайте все от вас зависящее с Божьей помощью, чтобы как-то этот вопрос улучшать. Даже если этот период отсутствия 3 месяца, полгода, это все равно отложит отпечаток на психическое развитие ребенка. Конечно же, в этом образе дисфункциональной семьи важно взять на себя роль, и придется брать на себя роль отца. То есть нужно будет добавить в свой характер щепотку серьезной надежности, а то и полкилограмма мужества, стойкости и тех вещей, которые присущи мужчине. Очень хорошо, когда эта роль известна ребенку, а не так, как у меня, я там с нуля вообще не понимаю, да, кто такой папа и так далее. Вот. Ну или тогда приходится учить на пальцах то, что делать. Однозначно старшие дети в такой семье, они будут брать на себя тоже роли. Да. Вот несколько месяцев моя семья была без меня из-за войны. И в этом году уже. И старший ребенок брал на себя часть моих обязанностей, вместе с мамой решал вопросы. Ты не обойдешь эти проблемы, ты должен их принимать. Раннее взросление, оно, с одной стороны, кажется хорошим, но воровать у ребенка детство тоже не есть хорошо. Особенно если это серьезная кража детства, когда это серьезная утрата кормильца, а не временное отсутствие его. Это искать возможности быть папе рядом. То есть это искать все возможности, вот в первой, что делать? Принять, что вы дисфункциональная семья, и начать искать возможности, чтобы отец оказался рядом. То есть если отец есть,
Нужно делать все, чтобы он был дома, физически. Например, сейчас в Украине закон не позволяет многим категориям мужчин выехать и увидеться с семьей. Но семья может приезжать и быть часто в Украине. Никто семье этого не запретит делать. И поверьте мне, заплатите и найдите любые деньги, чтобы видеться, чтобы дети виделись с мужем, а вы виделись с отцом. Это важно. Это нужно делать. Следующее. Это частота командировок. То есть чем чаще будет возвращаться отец домой, тем лучше. То есть физическое присутствие. Второй пункт, о котором мне хотелось сказать, я уже о нем начал говорить в самом начале. Что делать, когда отца нет рядом? Нужно понять, в какой атмосфере вы живете. Где вы живете, где вы находитесь, в каком мире, в каком мировоззрении, в каких ценностях живете вы и ваши дети. Что ваши дети потребляют в интернете, что они смотрят, что они едят информационно, что вы в этот момент делаете. Вы увлечены новостями о войне, вы развиваетесь духовно, вы учите язык в другой стране, вы работаете, не покладая рук, что вы делаете. То есть где вы находитесь, каковы ваши ценности, каковы ценности ваших детей. Это нужно постоянно мониторить, постоянно проговаривать и выравнивать, если ценности не совпадают, если ценности портятся. И здесь нужно быть очень-очень внимательными. Ребенок, который сидит в своей комнате, если он у него есть, и погружен в телефон или в какое-то дело, это ребенок, который где-то что-то потребляет помимо вас. Он потребляет не вас, он может потреблять совсем другую и не самую лучшую информацию. Поэтому ваша задача понять, в каком мире вы находитесь, в каких ценностях, понять, в каких ценностях сориентироваться ваш ребенок находится, и сделать все, чтобы эти ценности были лучшими, опирающимися на базовые истины, о которых мы поговорим позже. Третье – это принцип минимального зла. Что делать, когда папы нет? Если папа есть, но его просто физически нет, то нужно создать максимальный эффект присутствия. У меня есть друзья, которые ставят на видеосвязь компьютер, телефон, и они кушают вместе со своими детьми онлайн, разговаривают, проводят вечернее богослужение, как верующие люди, семейный алтарь такой. Они там рассказывают детям сказки, то есть они живут, да, как бы ребенок живет с телевизором, с папой, который в телевизоре, но это намного лучше, это зло, но это минимальное зло. По сравнению с тем, что телевизора нет, компьютер выключен, папа не звонит или звонит раз в неделю. Это ежедневное, многочасовое, насколько это возможно, общение отца с детьми. Общение отца с детьми. Использовать видеосвязь на максимум. Конечно, если мужчина на фронте, это сложно, это вопросы безопасности, это вопросы всего остального, но мужчина должен максимально стремиться это делать. Есть возможности писать письма, электронные, голосовые, сообщения. То есть это должна быть эмоциональная связь постоянная. Постоянное обсуждение не на уровне событий, что было, где произошло, а не на уровне потребностей, что вам нужно, что купить, не купить. Это тоже все важно. А на уровне чувств, на уровне обсуждения идей, на уровне обсуждения какой-то бытовой проблемы и боли, которая в связи с этим возникла, эмоции проговаривать. Нам, мужчинам, очень мало свойственно. Этому надо постоянно учиться, это надо себя переламывать. Понимать эмоциональный мир женщины, признавать его, погружаться в него, отвечать на вопросы женщины и общаться с ней. Это принцип меньшего зла. Это очень много общаться, если вы мужчина,
очень много общаться, вы мужчина в командировке или в отъезде, со своей женой, чтобы она передавала вот эту надежность, вдохновение и покой своим детям. Потому что когда жена спокойна, тогда детям легче. Когда у вас с женой не лады, и вы строите отношения напрямую с детьми, это все равно будет дисфункционально, поверьте мне, еще более дисфункционально. Следующий момент – это вот такой, знаете, диагностический маркер вот этой темы принципа меньшего зла – это быть интереснее планшета, интереснее смартфона, интереснее интернета. То есть ваша задача, вот если вы увидите, что ребенок, он не стремится закончить с вами разговор и снова погрузиться в компьютерную игру, в то, чем он живет, а он действительно, вы ему интересны, это значит, вы успешны. Вы успешны как мать, как отец, как значимый взрослый, который общается с этим ребенком. Потому что конкурировать с цифровым рядом, с видеоиграми очень-очень непросто. Но поверьте мне, мы можем конкурировать, потому что видеоигра не обнимет ребенка. Видеоигра не скажет «я тебя люблю, ты не очень дорог», и видеоигра не будет интересоваться многими вещами, которые... Нет таких симуляторов, нету. Но есть альтернативные друзья, есть вещи, которые можно упустить, и вы не сможете доверительные отношения сохранять, а их нужно строить. Ну и, конечно же, не залипать самим вот в этих штуках под названием телефоны, смартфоны, интернеты, для того, чтобы потом пожинать такие же последствия. То есть ситуация, в которой у каждого своя комната и каждый в своем гаджете, да, она возможна, но она не должна быть регулярным правилом. Погружаться в виртуальную реальность, уходя от реальной реальности, это не выход. Ваша задача использовать гаджеты для дистанционного контакта с отцом или мужем, но соблюдать тесное общение. Вот это как раз то, о чем я хочу сказать в 4-м пункте. Это называется физическая защита душевного, неосязаемая защита неосязаемого. Знаете, Бог сотворил человека с органами чувств. Есть зрение, есть обоняние, есть осязание, есть вкус, да, слух. Но самый большой по площади орган это кожа. Кожа это около 1,5-2 квадратных метров в зависимости от размера человека. Это орган осязания. На коже огромное количество рецепторов. И если вы начнете обнимать своих детей в 3 раза чаще, чем обычно, вы уже успешный психотерапевт для своих детей. Вы уже будете уменьшать негативные последствия отсутствия отца. То есть обнимашки, объятия в большом количестве, просто сидеть вместе, спать рядышком, прижавшись, это постоянная ваша задача. Это огромный очень пласт, который нужен для того, чтобы вам компенсировать эти вещи. Это даже вот если говорить о тревоге, о тревожном расстройстве, о том, что там, например, такие вещи, как сон нарушенный у ребенка, да, там эти вещи, то здесь без проблем вы можете применить такую технику. Вот сейчас она очень модна в Европе. Это терапевтические одеяла. Эти одеяла, они по весу составляют 10% от веса тела человека должны составлять. Например, если у вас вес 50 килограмм, 5 килограмм должно весить одеяло. Это одеяло утяжеленное. Если ребенок весит 30 килограмм, 40 килограмм, 20, соответственно,
3 килограмма, 4 там, должно весить 10% от веса тела человека, плюс-минус. Там плюс-минус 5%. Вот. И эти одеяла создают ощущение объятий ребенку. И они улучшают сон вам могут улучшать, уменьшают тревожность. Видите, до чего дошла у нас сейчас наука? Хотя бы одеялом утяжелить, хотя бы одеялом создать эффект присутствия. Но если вы есть живая душа в жизни вашего ребенка, пожалуйста, займитесь объятиями. Такое количество окситоцина, которое вы объятиями дадите ребенку, а это гормон успокоения, это гормон, который снимает стресс, это гормон, который уравнивает работу иммунитета. У него масса преимуществ. Расслабляет. Этого гормона никакое дело не даст. Вот столько. Потому что просто обнимайтесь десятки раз. Если хотите, сотни раз. Но обнимайтесь. Обнимайтесь, общайтесь, разговаривайте, миритесь, если вы не готовы обниматься. И даже если ребенок не любит обниматься, это не значит, что ему не нужны объятия. Это не значит, что это не его язык любви. Это значит, что вы находитесь на арене, в которой когда-то ребенок не понял языка любви в виде объятий. На арене битвы. И эта битва была проиграна в возрасте до 2 лет. Но сейчас надо догонять это. Даже если вы не любите обниматься, это не имеет значения. Ваша задача обниматься. Я вам как доктор прописываю это. Хотите вы, не хотите. Это ваше лекарство, которое нужно пить вам, принимать вам и вашим детям в виде объятий. Если хотите, это профилактика проституции и невоздержанности. Я сейчас говорю отцам, которые должны максимально много обнимать своих девочек, своих дочерей. Потому что иначе ребенок будет искать в другом месте объятия. И вы будете потом рвать на себе волосы. Это не угроза, это не манипуляция, это реальная жизнь. 5. Это работать с покинутостью. Работать с покинутостью. Вот тот самый возраст до 2-3 лет, это возраст, когда у нас формируется ощущение покинутости. Синдром покинутости – это синдром отсутствия привязанности, нарушения привязанности. И в этом синдроме есть несколько типов. Есть тип тревожный, избегающий, тревожно-избегающий, типы расстройства привязанности. Вы можете изучить эту тему, я вам очень рекомендую изучить эту тему, погрузиться в нее, вот, чтобы вы могли максимально эффективно, глубоко пройти через себя. То есть, но очень рекомендую вам, кстати говоря, книги по когнитивно-поведенческой терапии. Рекомендую вам такие вещи, как есть такой американский психотерапевт Роберт Лихи, на русский язык переведено несколько его книг. Вот, там о тревоге, о беспокойстве, вот и так далее. И он описывает вещи, как работать с нашими установками, потому что ребенок до 2 лет формирует привязанность к родителям, к миру, восприятие мира, можно ли ему доверять или нет. И формируется вот это ощущение счастья. Если это ощущение не сформировано, то в его голове живут такие убеждения. Я никому не нужен. Или моя жизнь никому не интересна. Это глубинные убеждения, они мало осознаются. Они осознаются, когда вот на высоте стресса. Или человек живет на этом фундаменте того, что он никому не нужен, он что-то кому-то должен доказывать все время. Он должен добиваться успеха во всем, за что он берется. Его все должны любить. Или меня никто не любит, поэтому я буду добиваться, чтобы меня любили делами, например, добиваться, ценили меня. Во всем всегда я должен выглядеть хорошо. Физически, там неважно. Или вот. И, знаете, вот со своего опыта скажу, нужно формировать в себе такую, знаете, молитву покинутого человека. У меня есть такая молитва, она очень короткая. Боже, я все равно тебя люблю. Вот когда вы
чувствуете одиночество, и вы как христианин, как верующий человек, вы понимаете, что вам плохо. Вы, возможно, не понимаете, почему вам плохо. Вам просто плохо. Может быть, есть, як кажуть у нас в Украине, збіг обставин, то есть сошлись обстоятельства, да, стечение обстоятельств, когда, ну, вот война, то, и неважно, вы женщина, у вас там ПМС, допустим, гормоны скачут, или вам просто кто-то насолил, и вам плохо, и вы говорите с Богом, говорите с Ним, но говорите с Ним вот так: Боже, я тебя все равно люблю. Почему так? Я объясню вам. Потому что внутри нас возникает, когда нет Отца, а Отец должен быть Богом, символом Бога, у нас возникает внутреннее убеждение, что Бог меня не любит, Бог меня оставил, Богу не очень интересно. Бог есть, но не совсем ему интересна моя жизнь. А вот здесь вы увидите, как зарождается одна очень интересная вещь, о которой я скажу через пару минут. Это называется молитва покинутого. Боже, я все равно тебя люблю. Знаете, вам нужно просто взращивать в себе культ благодарности. Если вы хотите быть человеком счастливым и в своих детях взращивать культ благодарности, я постоянно это репетирую со своими детками. А культ благодарности – это постоянный поиск благодарности Богу за то, что происходило, происходит и будет происходить. За прошлое, за настоящее, за будущее. За то, что есть в вашем теле, за все ваши способности, их отсутствие, те, которые будут. Это благодарное мышление. Потому что вы не одни, вы не просто так на этой планете. Поверьте мне, все умные люди мира так считают. А те, кто так не считает, это люди, у которых есть расстройство привязанности, у которых были вопросы. И эти вопросы, к сожалению, еще не решены. Я не обижаю сейчас атеистов или агностиков, но атеистов в основном. Просто все люди верующие. Атеисты верят в то, что Бога нет. Агностики верят в то, что им никому до них нет дела. Ну и так далее. Но все мы верующие. Вот. Намного проще и легче верить и жить с вот этим ощущением того, что ты не один. И даже если его нет, ты говоришь: Боже, я знаю, что я не один, и все равно тебя люблю. Шестое. Шестое – это работать с Богом, работать со своим ребенком так, чтобы он Бога усвоил. Чтобы он усвоил, несмотря на отсутствие папы, несмотря на то, что папа негативный образ, работать с символом Бога. Или вы, как папа, должны работать над собой, чтобы ваш символ, образ Бога был максимально хорошим. Яким чином це робити? Да? Как это все делать? Каким образом? Есть такая штука в богословии, называется богооправдание или теодицея. То есть понимание того, что вот зло на этой планете есть, и некоторые говорят, что Бог в этом виноват, Бог имеет к этому отношение серьезное и прямое, к злу, и поэтому Бог себя оправдывает, или мы должны оправдывать Бога, чтобы каким-то образом сказать, все-таки он хороший, и объяснить вот эти все процессы, почему так много мира зла вокруг, почему люди гибнут, хорошие, почему плохие, куда смотрит Бог. Так вот, это отдельная тема, есть ответы на эти вопросы, он очень простой. Бог создал человека со свободной волей, он очень сильно рискнул, потому что он создал по образу Божию нас. И, к сожалению, огромное количество людей этой волей пользуются неправильно. Вот. И это приводит к тому, что зло царит на этой земле. Они отдают свою волю злу, и зло начинает управлять ими, и тогда вот это мы видим то, что мы сейчас видим. А если говорить об образе папы, то есть нужно папооправданием заняться. То есть если я рекомендую вам пересмотреть, перечитать историю Ветхого Завета. Даже с первых страниц
Библии, посмотреть, как вел себя Адам. Адам – это первый человек, который согрешил, который потом еще 900 лет, я так понимаю, находился регулярно в депрессии, потому что сыновья его – это были ребята, которые пострадали так достаточно от того, что папа не все им уделял внимания. И если взять того же Авраама, отец которого тоже половинчатый был, и Авраам сам был половинчатый в своей жизни, в своих отношениях с Богом, хотя вроде старался, но периодически падал. Потом взять сыновей Авраама, вот всех патриархов, Исаака, Иакова и их детей, вы увидите, как вот эта проблема одиночества, покинутости, она есть. Но есть два примера, которые очень сильно показывают, насколько правильное понимание строительства отношений с Небесным Отцом, который никогда нас не покидает. Он присутствует своим духом в нас, вокруг нас. Он дал нам, каждому из нас, ангела-хранителя, а некоторыми, у меня такое ощущение, что по много ангелов-хранителей. Особенно нашим гиперактивным деткам, которые вечно куда-то летят, стремятся, прыгают, бегают, как говорится. Как поется в песне из мультика, в каждом маленьком ребенке, и мальчишки, и девчонки, есть 120 грамм взрывчатки, а может даже полкило. Да? И они любят бегать, прыгать, и ногами дрыгать. И вот Бог, Он, если Он есть, а Он есть, это нужно понимать, и Он заботится о нас. И вот эту мысль нужно постоянно взращивать в себе и в ребенке. Эту мысль нужно взращивать, что я могу отсутствовать, но Бог нет. Я могу быть на задании, я могу быть на фронте, я могу быть на войне, я могу быть в командировке. Бог не может быть в командировке, Бог не может быть на задании. Его всегда хватает тебе. Он всегда есть. И ты его сын тоже, ты его дочка тоже. И это важно усвоить мне, как взрослому. И важно донести эту истину до наших деток. Пожалуйста, доносите. Я вас очень прошу эту истину до ваших деток. Что они не одни. Что они всегда могут обратиться за советом. Этот совет будет. Он может быть не сразу, он может быть не так, как мы хотим. Наша задача сказать ему, но он рядом. Потому что Бог, если называет нас своими детьми, это значит, что даже если вы от Него отречетесь, Он от вас не отречется. Потому что не бывает. Если папа сказал, ты мне не сын, это не значит, что он перестал быть отцом. Он все равно по крови отец. Кровные связи не разорвешь. А мы по образу Божию на этом свете находимся. Поэтому очень важно понимать следующее, что ребята, вот есть два героя в Библии, и я прошу вас, изучите эти истории. Есть 26-й псалом. Это псалом, который начинается «Господь есть мой свет и спасение мое». В некоторых библиях, переводах он 27-й псалом. Вот. И там в середине псалма, это прекрасный псалом, это псалом, вот, который во время военных действий, это идеальный псалом для чтения, псалом Давида. Или псалом, да. Вот. Господь есть мой свет и спасение мое, кого мне бояться? Господь светоч жизни моей, кого мне страшиться? Ополчится ли на меня полк, я не буду бояться, пойдет ли на меня война, и тогда не буду страшиться. И дальше там в серединке псалма есть текст. Отец мой и мать моя оставили меня, но Бог мой примет меня. Давид был человеком из функциональной семьи. Его отец отсутствовал. Давид где-то тоже все время отсутствовал. Отец был занят в своей многодетной семье другими вопросами. Давид был одинок. И вот он говорит, отец мой и мать моя оставили меня, но Бог мой примет меня. Вот это важно понимать. Боже, я все равно тебя люблю. Боже, я все равно тебя люблю. Это задача,
который должен доносить. Так это пытался сделать отец блудного сына из Евангелия от Луки, 15 глава. Когда он доносил. Он говорит: сынок, приходи в любое время. Поэтому сын пошел, говорит: стань, пойду. Блудный сын сказал: я пойду, я понимаю, что я недостоин, но я пойду домой. Потому что он знал, что отец его примет. Он знал. Это отец ему посадил. Вот так вот и Бог. Он принимает, неважно, какие мы падшие, какие мы проблемные, какие мы грешные, какие мы неудавшиеся отцы, какого у нас опыта, неважно. Отец Небесный научит нас отцовству. Он научит нас отцовству. Он учит меня этому. 20 лет семейной жизни. И неплохо учит. И я, в принципе, благодарен Господу за те уроки. Потому что того, что я даю моим детям, что Бог дает через меня моим детям, через мою немощь, вопреки моим недостаткам, я в жизни не получал. И слава Богу. Знаете, изучите, интересно, я вам очень рекомендую, если вы читаете глубоко Евангелие, я рекомендую вам перечитать послание апостола Павла к Тимофею, святого апостола Павла к Тимофею. Тимофей – это был человек, которому апостол Павел во втором своем апостольском послании, письме пишет: Тимофею, возлюбленному сыну, потому что это был значимый взрослый для него. Я сейчас говорю мамам и женщинам: если у вас нет мужа, если ваш муж не является хорошим примером для детей, и, пожалуйста, найдите, молите Бога, чтобы Он послал в вашу жизнь ваших детей, в значимого взрослого мужчину, который бы мог быть для детей вот тем, о котором я говорил в начале, на кого бы дети равнялись, с кем бы могли советоваться, значимым взрослым мужчиной. Или мудрой женщиной, мудрой бабушкой, дедушкой, неважно, взрослым человеком. Потому что апостол Павел для Тимофея, вот этот значимый взрослый, смотрите, как он говорит: возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца Иисуса Христа, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью. Он говорит про себя, апостол Павел, что непрестанно вспоминая о тебе в молитвах моих днем и ночью, желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих. То есть, понимаете, насколько доверительные были отношения? Что Тимофей ему спокойно рассказывал свои стрессы, переживания, они где-то уже порознь живут, дабы мне исполниться радости, потому что если вы перечитаете Деяния святых апостолов, вы увидите, как Тимофей и апостол Павел святой вместе работают. И потом вот это послание рождается. Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабушке твоей Лаиде, он имя бабушки называет, и матери твоей Евнике или Евнике. Уверен, что она и в тебе. Апостол Павел не вспоминает здесь отца Тимофея. Видимо, Тимофей рос без отца или без влияния серьезного отца. Перечитайте. Читайте это послание. Просите ваших сыновей, детей читать это послание. Если они растут без отцов или их отцы далеко. Помните, Бог рядом, даже если мы этого не чувствуем. И если мы этого не чувствуем, Господи, я тебя все равно люблю. Это как говорить папе, который далеко, который, возможно, сейчас неправильно. Вы подходите и говорите: папа, я тебя все равно люблю. Но Бог это не папа. Бог намного лучше и мудрее. Поэтому акценты здесь, в ваших отношениях, я уже завершаю свои мысли, перед тем, как сказать седьмую вещь. Завершите ваши мысли каждый день, поселяйте в вашу душу и в душу ваших детей. Очень простую вещь. Я понимаю сейчас, но я скажу сначала, давайте, простую вещь. Эта вещь называется, это не вещь, это любовь, у которой есть слово древнегреческое агапе. У древних греков любовь имела 4 слова. Это агапе, эрос, филио и сторги. Это основные названия любви. Сторги — это была такая вот любовь к вещам, к животным, там, к чему-то такому, ну вот к съестному, к еде.
Вот, может быть, дружба – это уже филио была, это такая братская, это дружба, это дружеская любовь. А эрос – это любовь мужчины и женщины, это вот вожделение, это желание, отсюда слово эротика, эрос. А агапа – это любовь безусловная. Это любовь, которая приняла решение любить в болезни, в радости, в богатстве, в бедности, и она любит. Неважно, там, 10 лет вы прожили, 20, 30, 40, вы живете, вы приняли решение. Вы поругались, но вы пошли, отдышались, говорите, все равно я люблю. И пошли. Все равно вы же любите ребенка, вы же не будете его убивать, даже если он очень-очень много всего сделал. Вы его любите, вы его прощаете. Вот это агапа. Вот это ощущение постоянства, решения любить нужно воспитывать к себе, от Бога к себе и к себе Богу. Нужно понимать, что Бог меня все равно любит. И нужно, и Он говорит об этом постоянно в своем священном писании. Читайте Библию, вдохновляйте детей читать Библию. И Он, и вы Ему говорите об этом. И так и действуйте. Несмотря на то, что в вашей жизни больные вещи происходят или произошли. Не дай Господь, вы вдова. Но уже так сталось, так случилось. Он вас все равно любит. И вы ему говорите, я вас все равно люблю. Несмотря на выбор какого-то человека, который нажал кнопку, который нажал курок, и вашего человека не стало. Или что-то случилось по-другому, он просто ушел, или он себя плохо вел, и вы его проводили. Вы сами приняли это решение, неважно. Если вы, тоже в обратном смысле, если ваш отец, его не было, вы говорите, Господи, я все равно тебя люблю. Потому что, поверьте мне, Бог мастер делать из ничтожного полезное. У него, по-моему, постоянно он этим занят. Он дал свободу воли и теперь разгребает эти все ничтожные вещи. И он постоянно, даже из войны, он извлекает полезное. Причем в великих и маленьких масштабах. Ну и последнее. Сегодня что хотелось сказать. Воспитывайте в ваших детях, если мужчины нет, смелость, мужество, ответственность, умение признавать ошибки и просить за них прощения. Смелость, мужество, ответственность, умение признавать ошибки, смириться и сказать «я виноват» и попросить за это прощения. Это видео сохранится в YouTube, поэтому запомните эти вещи. 5 вещей, которые мужчина должен воспитывать в своих детях, и если его нет, ваша задача концентрироваться на этом, кроме того, что я уже сказал. Ну и последнее, 7. Нужно рассматривать варианты. Ситуации разные. Если папа на фронте или за границей, нужно приготовиться к синдрому войны, что папа придет другим. Нужно понимать это, нужно прочитать все про синдром войны, если у вас его самого нет. Нужно приготовиться, как быть, когда вот папа возвращается. Нужно просто готовиться и понимать папу. Он живет. Это отдельная тема. Синдром войны, есть правила боя, правила жизни, по которым живут солдаты. Это нужно понять. Если папа погиб, нужно пройти горевание, нужно дать себе год горевать. Это нормально. Українською мовою це називається туга. Нужно дать себе потужить, нужно дать себе поплакать, разрешать себе, понимать, проходить все эти стадии горя. Отрицание, гнев, депрессию, принятие и другие стадии. Проходить это все, разрешать себе, разговаривать с Богом, страдать с Ним, ругаться. Быть вместе и как можно больше разговаривать и обниматься. Если папа изменил маме, то есть физически произошла измена, папа ушел или изменяет, это для детей тоже измена, потому что он изменяет и детям таким образом. Потому что семья – это организм, это узы. Его не стало или наступило прощение, нужно завершать процесс прощения. Процесс прощения. Посмотрите мои темы по прощению, вообще изучите. Прощение – это отвязывание себя от людей, которые принесли вам боль.
Вам не нужно держаться за них, за эту боль. Вам не нужно привязывать себя болью. Вот эту веревку боли нужно отрезать, попросить Бога. Это называется молитва благословения врагов. Это молитва, то есть это враг в данном случае папа, образ предателя папы, вот, образ врага любого в виде врага по ту сторону фронта, неважно. Вы отпускаете свою боль, свою ненависть, отрезаете. Вам не надо держать. Зачем вам питаться негативом? Нет. Завершить этот процесс. Если папа избегает на работу, то есть он трудоголизм уходит, если он постоянно уходит и не растет, вы растите. Есть удивительная книга, которую я вам очень советую, называется она «Семейные секреты, которые мешают жить». Если вы христианин, если вы человек, который в своей базе рос в семье, но у вас есть проблемы вот такого плана, о котором мы сейчас говорим, прочитайте эту книгу. «Семейные секреты, которые мешают жить». Дэйв Кардер, автор. Вы ее можете постараться найти онлайн. Знаете, когда я своему ребенку, сейчас в завершение вам скажу, когда я своему ребенку перед сейчас семинаром старшей дочки говорю: дочь, я сейчас буду семинар проводить, говорю, дай мне мысли, совет, она мне там дала пару идей, она говорит: пап, ну скажи им, знаете, матерей-одиночек много, как-то они все-таки живут, ну и вы проживете. Ну, это у нас такой юмор. Знаете, как-то прожить можно, а вот прожить так, чтобы вырасти, и прожить так, чтобы не существовать, а жить, это нужно. Делайте это, растите в этом. И знаете, просто делайте. Хотите вы, не хотите, просто начните это делать. Потому что это задача семьи, нас, родителей, и нас, и вас, молодых, будущих родителей. Расти дальше. И да поможет вам Бог, а Он поможет. Только просите Его. С Богом. Хочу с вами еще в конце помолиться. Не против, Влад, если я помолюсь еще? Да, конечно, обязательно. Я всегда на приеме, в большинстве случаев молюсь с пациентами. Отец Небесный, Владыка неба и земли, сущий на небесах, да придет Царствие Твое на нашу израненную войнами землю. Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле. И да, Господи, воцарится мир в сердцах наших. Не введи нас во искушение, Господи, в искушение одиночества, плакания, страдания, обид и ненависти. Но избави нас от лукавого, Господи. Дай нам, Господи, хлеб насущный, духовный, психологический, эмоциональный, чтобы расти дальше. Ибо Твое есть Царство, Небесное Царство, в душах наших и в жизни нашей. Твоя сила, Твоя крепость и Твое величие. Отцу, Сыну и Святому Духу слава. Аминь. Аминь. Огромная благодарность, Юрий Александрович, за то, что сегодня был с нами. Спасибо. За то, что передал этот личный опыт. И я понимаю, это не только опыт отцовства сегодня уже, да, не только опыт доктора, но и опыт духовного человека, который строит отношения сегодня со своим небесным Отцом. Хотя, может быть, не имел возможности строить отношения с земным Отцом. Да, это большое удовольствие. Да, поэтому это преимущество каждого человека. Вы знаете, какое-то время назад ко мне пришла одна женщина с горем, с печалью, как к пастору, переживаниями о своем сыне, который имеет зависимости, который имеет ряд проблем, который имеет негативное отношение к матери, к своей. И она со слезами: пастор, помогите, что делать? И когда мы стали немножко с ней беседовать, общаться, выяснять обстоятельства их жизни, как раз вот вырисовалась та же самая ситуация. Она воспитывала ребенка без отца. Но в своей жизни она допустила еще одну огромную ошибку, вот, о которой Юрий Александрович как раз вот вспоминал. Угу. Она
настолько акцентировала свое внимание в заботе о физических нуждах сына, о бытовых нуждах сына, что она совершенно потеряла его потребность в присутствии своем, в общении, в объятиях. Она все свое детство сына она провела за границей на заработках. Да, это ужасно. И сейчас она не понимает и говорит, я сделала для него все самое лучшее, все самое первое было у него. Я его обеспечивала всем. Да, навряд ли. Она просто не понимает, что слово «все» включает в себя намного шире. И вот в том-то и дело, и мы с ней пришли к выводу о том, что она-то бытовую физическую сторону пыталась решить, но она упустила главное. Мгм. Это общение с сыном и компенсация времени, которое сын должен был бы проводить с ней, как с матерью, и с отцом, которого нет. Поэтому, дорогие мои, будем помнить об этом, да, о том, что не столь важно может быть бытовое устройство семьи, хотя это тоже имеет значение, но то, что вы можете дать своему ребенку физически, в смысле духовно и прикосновение, любовь, которую вы Это будете... очень простые вещи. Простые вещи, да, Да. они намного важнее, и они вложат в ребенка намного больше, Мгм. чем все ценности и драгоценности этого мира, которые вы добудете, достанете, заработаете где-то в отсутствии рядом с ребенком. Помнишь, Влад, у нас в Украине есть такие в общественных местах надписи «Прості речі рятують життя». Так, Мойте руки. Да, простые вещи спасают жизнь. Там, то есть просто помыть руки. При ковиде у нас везде это было, да, работать антисептиком. 150 лет назад врачи не мыли руки ни перед операциями, ни перед родами. Это приводило к сумасшедшей смертности. 75% смертность была. Простые вещи. Вот эти простые вещи – это молитва утром, это обнять ребенка, это поговорить с ним. Вот это нужно ребенку. И эти вещи действительно, як кажуть у нас, рятують життя, спасают жизнь. и они не требуют денег, они не Вообще. требуют больших усилий. Да. Да. Но еще один момент, вот то, что я сделал для себя вывод, услышал, да, все-таки у верующих людей есть огромное преимущество, потому что у них есть Небесный Отец, притом Отец идеальный, Да. который может компенсировать и дать все. То, что не могут дать самые лучшие земные отцы. Он даже может обнять. Поэтому, да, это действительно так. Поэтому и матерям, которые не имеют мужей, это очень важно. Понимать и знать, что у них есть тот отец, который поймет, поддержит, вдохновит, да, умудрит и наставит. И те, у кого нет своего родного отца, мамы могут привить любовь к Отцу Небесному своим детям. Еще знаешь мысль? Это очень... Прости, перебью тебя еще, Влад. Да. Запомните, дорогие женщины, если вы вдруг стали вдовой или вы растите ребенка, это приравнивается к вдове. Вы на особом счету у Бога. У Бога для вас и для сироты особый план. Это особый предмет. Вы особый предмет особой заботы. Помните об этом. Да, не будет легко, но вместе с Богом возможно справиться. Итак, дорогие друзья, пусть Господь благословит каждого из вас в этих сложных, возможно, обстоятельствах, в этой борьбе, в этом стремлении сделать самое лучшее для своих детей. И ждем вас на новых встречах, которые будут продолжаться вместе со специалистами нашей клиники, клиника Ангелия. Ожидаем вас всех в следующий вторник. Да, спасибо. Пусть Бог благословит вас. Счастливо с До Богом. свидания.